Всем привет! Мы сегодня в Царникове и идем за грибами. По-моему, наш сезон начнется с маховиков. Или это не маховик? Красавица, аж сердце радуется. И самое прекрасное, что он здесь не один. О, какой крупненький. Лишь бы не оказался червивый. Даже такой грибочек мы тоже заберем. Не знаю кто как, а я люблю даже брать сыроежки, потому что они получаются очень хрустящие. Я все время думал, почему сыроежки называются сыроежками, вроде бы же их нельзя сырыми есть. А все дело в том, что такое название они получили, потому что при засоле они становятся пригодными к употреблению в пищу быстрее других грибов, в среднем уже через сутки, то есть их можно есть практически сырыми, поэтому их так и называют. Необычная цель у меня сегодня за этими грибами. Я хочу найти парочку красных мухоморов. Потому что в местной рекламке, оказывается, можно продавать мухоморы. Они продаются в лечебных целях. Конечно, не знаю, найдем ли мы такой мухомор сегодня. А это что у нас? Давай срезай, жена моя. Ой, отвалился. Это же масленок. Вы, наверное, замечали, что иногда на пнях растет вот такой вот гриб. Но он на самом деле несъедобный. Это древесный гриб, который называется гимнопил исчезающий. В нем содержатся токсины. Это я проверил с помощью интернета. Сам лично, конечно, я этого не знал. Я не такой профессионал. Я вообще, честно сказать, интернету не особенно доверяю, потому что вдруг он окажется говорить неправду, и съедобный гриб окажется несъедобным. Да, так можно и отравиться. А этот маховик тоже растет на пне, но он съедобный. В этом-то я точно уверен. Ух, какой красавец. Симпатичный. А что это за странный гриб такой? Масленок? Давай проверим. Ну да, он самый. По-моему, кто-то здесь уже проходил и оставил нас без грибов. Не, ну на самом деле грибы есть, просто мы еще вглубь леса не зашли. Семейство козлят, но на самом деле их правильное название козляк. Я все время их называл козлята. Скажу вам честно, они часто очень бывают червивыми. Мы вышли к лесному озеру, которое называется Гар-Эзери. Хорошая возможность скупаться и снять усталость. Ложные опята, серопластинчатые. Люди, да это же шампиньон. Они как раз в это время начинают идти. Ух ты, как интересно. Супер, люблю шампиньоны. Но каждый год, как я их срезаю, я всегда сомневаюсь. Потому что какие-то они сомнительные. Но всегда убеждаюсь, что нормальный шампиньон. Еще один. Интернет говорит, что это шампиньон из подвидов лесной большой. Ух ты, какая сыроежка там торчит. Ну вот, пошло дело. Зашли мы подальше, поглубже, за озером. И грибы начались. Почему люди не любят собирать сыроежки? Они такие прочные, ничего не в пакете не мнутся даже. Вот какая красавица. Да, точно. О, мой любимый гриб. Лисичка. Это грибы, которые можно есть даже с больной печенью. Мы глубоко в траве видим белый гриб. Как же нам поступить? Просто вчера с руки клеща снял. Мы по парку гуляли, и я на секундочку в траву зашел. Буквально на 10 секунд. И вот так вот вышло. Поэтому мы боимся ходить по траве. Но вот все-таки рискнули. Что ты скажешь об этих грибах? Вот, это оказались шампиньоны. Ну да, сдалека не увидишь. В этом году ходил такой миф, что вся черника не успела созреть и будет очень маленькой. Ну, из-за того, что очень жаркое лето было. На самом деле черничка очень даже ничего выросла. Здесь в папоротнике еще один маховик. Опять же, опасаясь клещей, будем действовать аккуратно. Какой-то он не очень. Быть или не быть? Маховик или не маховик? Ой, глубоко. Отлично. Надо нам на этой полянке осмотреться. Вот, хорошо, что осмотрелись. Боровичок на этой полянке. Ну, срезай, посмотрим, не червивый ли он. Нормальный? Целенький. Еще один мега громадный маховик. Я когда в интернете набирал, чтобы посмотреть, что это за маховик, там буро-рыжий или еще какой-то, то он почему-то выдает деталь от машины. Странная штука. Что ты скажешь насчет этого? Не знаю. Ух ты, какие красавцы. Посмотрите. Это ж боровики. Давай здесь еще походим. Боровики еще пошли.
Точно. Как, не червивый? Вроде нет. Хороший. Отлично. Чуть-чуть поврежденная шапочка, а так нормально. И второй маленький его сыночек. Чистый тоже, прикинь. Третий племянник. Еще один боровик. И еще один. Просто море боровиков сейчас пошло. Ну как? Отлично. Что ты скажешь насчет этого? Круто. Как грибов много? Ну эти такие черные. Не черные, а ну тумши брунас. А, Ну ясненько. tādas вот šitien te ir. Ну да. А Супер. прошлый год здесь вообще другие грибы были. Я ходила, здесь совсем другие, как-то интересно так. Ну да. Ну я просто сначала гуляла, и ну мешочек и ножик это всегда осенью, да, и вот, ну здесь как-то, да, появилось. Маховиков, да, много? Нет, это не маховик. А кто это? Это тоже это самое, который... Боровик? Он вроде как боровик, да. Но это они горячие? они очень вкусные. Маховики, они как-то такие чуть желтенькие такие. А, вот да, это, да. такие. Мне вот здесь где-то вот, ну да, вот здесь я Перепутали, это нашла. боровики. Ничего себе. Я даже не знаю, как их. Мне сказали, одни сказали, что это какая-то бакас, не знаю, как по-русски бакас. А другие сказали, нет, это такие боровички вроде, потому что они Ничего себе. твердые. Маховики желтенькие же, точно. Они такие зелененькие, ну Да. так стабзалют залта, ну вот У нас такие. там в начале Они, были, знаете, как бархатные такие, Ага. чуть-чуть. Ясно. Вот какие красавцы. Нам сегодня везет на белые грибы. Это просто невероятно. Их тут большое множество. Ваш комментарий? Ну, не знаю, супер. И еще, что же это? Напишите в комментариях, кто знает, боровик это или маховик все-таки. Я предполагаю, что это боровик какой-то, да? Или это боровик, а маховик. Может, это гриб, который скрестили как дерево, типа яблоня, груша. Ну, это, конечно, шутка. И еще один. И тут еще один. Сколько же их много? Давайте обратимся к программке по грибам. Интернет говорит, что это просто белый гриб. Я не понимаю, что происходит. Я вам сказал, что это маховик. Но неважно. В любом случае, что маховик, что белый гриб, это мне оба варианта подходят. Мы уже вам не показываем все белые грибы, которые срезаем. Их просто тут очень много. Вот один, вот второй. Вон еще один. В общем, просто можно косить косой. На этот вообще я наступил уже. Шел мимо просто. Еще один и еще один. Это тоже на червей надо проверить. Червивый. Угу. Такое тоже бывает. А не, шляпка целая. Это правильно, что они синеют через минуту? Но вообще у меня знание грибника где-то среднестатическое такое. А за год, вот буквально за год я не собирал грибы, и все. И как-то начинаешь все забывать. Вроде бы элементарные грибы, память начинает подводить. Опять эти грибы, которые я уже называл, или это другие, тоже на пне растут. А в это время боровики у нас уже заканчиваются. Вон, давай заберем боровик один. Еще один. Значит, не закончились еще боровики. Ну, комментарий ваш. Боровик так себе скажу. Вот старый, наверное. Проверим его на червивость. О, не очень, да. Ну ладно. Их можно косить как косой, тогда найдем другие. Видимо, тоже боровик, но чуть-чуть другой вид. Или это тот же вид? Тот же белый гриб. Когда столько много грибов, даже не хочется брать вот такие вот маленькие. Пускай подрастут, и кто-то соберет их тоже. Ох, какие красавцы. Только червивый. Сразу видно, да? Да, моя жена недовольна таким обстоятельством. Вон еще один, смотри. Вон еще там. В общем, много, да. Тоже плохой. Розовый, кстати, смотри, низ.
Надо помогать срезать, а то моя жена устанет. Покажи. Это червивый тоже. О, нет, не очень. Выбрасываем. Вон еще сколько белых тоже. Срезаем. Куда нам еще деваться? Так у них низ розовый. Смотри. Это тот же самый, да? Про который я рассказывал один раз. Который 10 лет ел и оказался несъедобный. Ну а этот друг, наверное, хороший. Да, это тоже настоящий. Не спугни его, чтобы не убежал. Этот уже красавец. Ну как это, белый или не белый? Проверяем. Проверяем. Розовый. Опять. Ложный, видимо, да? Угу. Я в прошлом году вам рассказывал уже историю про этот розовый гриб. История, конечно, универсальная. 10 лет есть грибы несъедобные и не знать об этом. Вот честно, буквально 20 метров прошли и снова начинаются поляны с грибами. Здесь можно целый багажник насобирать таких грибов. Единственное, что попадаются червивые. Ну, где-то 50%. 50 на 50. Да. Особенно вот такие крупненькие. Часто бывают червивые. Ну, вот это вот просто идеальный. Такой подросток как раз достиг совершеннолетия. Да. Это хороший. А покажи низ. Вот, да, отлично, точно. Совершеннолетний. И еще один совершеннолетний. Но не все большие грибы червивые. Мы насобирали и большие, хорошие. Не, ну пора бы уже какие-то другие грибы собирать. Лисички там или мухоморы, как я мечтал в этом выпуске. Найти красные. Очередной боровичок? Срезаем. Кажется, мы попали на лавандовое поле. Здесь очень много насекомых. Слышно по звуку. Главное, чтобы эти насекомые нас больно не ужалили. Потому что между этими лавандами тоже растут белые грибы. Да ладно. Здесь, получается, в лесу когда-то давно был дом. Остался его фундамент, и посередине растут деревья. Наверное, когда-то давно здесь жил лесник, потому что здесь вообще нет никакой цивилизации рядом. Неужто ли это сыроежка? Да, она и есть. Что вы на это скажете? И я скажу то, что она червивая. А это у нас целая семья. Папа, мама и сыночек. А это кто, бабушка, что ли? Да, она отдельно уже живет, но все рядом. Ничего себе. Интересно, тут как-то... Это 2 или 3 вместе? Ну, Как я он? и говорю, они все вместе растут. Видишь, какое семейство? Ага. Бабушку тоже срезаем? Да, бабульку тоже надо забирать. Не хотим туда идти, но там красавица сыроежка растет. Обычно радуются белым грибам, а мы наоборот радуемся шампиньону, потому что у нас белых очень много, а это для нас просто счастье. Прям как в сказке. И еще одно очередное озеро, на которое мы вышли в этом лесу. И мы обойдем по кругу. В такой траве притаился грибок. И мы сейчас узнаем, какой. Сыроежка. С одной дырочкой. С одной дырочкой мы берем. Один червячочек — это не беда. Больше протеина. И целое семейство сыроежек, но опять же они уже перезревшие. А этих братьев мы уже заберем. Это шампиньон, да? И шампиньон. И сыроежка. И еще один вдалеке шампиньон. Забираем все. Я все понял. Пошла полоса шампиньонов. Но маленькие грибочки я не беру. Но такие вроде нормально. Точно, я оказался прав. Боровиков больше нету. Пошли одни шампиньоны. Ну что, забираем все? Да. Как те? 3 брата. Тоже хороший. Я устал уже их резать. Получается, это та же самая история, то, что у нас была с боровиками. Как было боровиков, одних нескончаемое количество, так и сейчас
шампиньонов. У меня уже даже такое ощущение, что это какая-то шампиньонная усталость от того, что их так много. Посмотрите хотя бы сюда. Сначала была боровиковая усталость, теперь шампиньоновая. Да. Молодцы. Может, хотя бы это маховики? Или тоже боровики? Не знаю, я запуталась уже. Раз. Два. Да, для этих друзей надо брать отдельный пакет, потому что полный лес. А если туда вдаль посмотреть, там вообще их нескончаемо. В общем-то, как и с боровиками, каждый срезанный гриб мы не будем показывать, потому что это утомительно, но посмотрите, как их много. Если хорошо знать местность, то можно после того, как устанешь, выйти на море и немного передохнуть. Просто дело в том, что на море можно стабильно не бояться то, что когда ты присядешь, что вцепится клещ. Поэтому это идеальное место для отдыха. Стробелюрус съедобный, но я бы такой гриб кушать бы не стал. Да, по поводу шампиньонов, честно признаюсь, мы просто сдались и не будем их больше вообще собирать. У нас уже целый мешок их. А вот и настоящий маховичок. Не тот, который мы думали с первого раза. Как мы сразу не догадались? Началась плантация маховиков. И это меня очень весьма радует. Такие два грибочка прямо под сосной. Ох ты, какие ножки хорошие, такие толстенькие. Это явно не шампиньон, не знаю. Ощущение, что все-таки он. А мне кажется, сыроежка такая темная. Да, это сыроежка большая такая. Ну-ка, покажи ее. И червивая еще вся. Ну да, точно, вот сыроежки пошли. Полоса сыроежек. Неужто ли подберезовик затаился? Посмотрим. Сейчас, что это? Ложный, да? Вроде да. Розовый. Боровичок, школьник, козляки. Снова их целое семейство. Помню, как в прошлом году они мне надоели. Ну, так как в этом году разнообразие небольшое, думаю, их надо взять. Или это не козляки? Это, по-моему, маслята. Ну да, точно, маслята. Вот еще один масленок. И я хочу сказать, что сейчас очень благоприятное время для грибов. И август мое любимое время года, потому что в сентябре, в октябре они более червивые. Ну, в общем-то, мы вышли в цивилизацию, мухоморы мы не нашли. И всем пока.